Всем привет! Меня зовут Ян, я региональный менеджер биржи OKX. Сегодня я беру интервью у одного из спикеров нашего криптотура по Украине, Вадима Груши, основателем Trusty Wallet. Привет, Вадим! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь 2019 год? Так, еще раз скажу привет зрителям, прежде чем приступить к вопросам. 2019 год очень показательный как для меня, или вообще в целом для индустрии. Мне кажется, что это год, который показал, что на самом деле есть криптовалюта. Он снял такую эйфорию, занавес того, что это хайп, что это какая-то агония, там, легкие деньги. Вообще, то есть было очень много таких каких-то неправильных или, может быть, неправильно оцененных ожиданий или понимания того, что такое криптовалюта и блокчейн, чем они могут быть полезны для общества и для человечества. И 2019 год, как ни крути, поставил много точек над «и». Он показал о том, что крипта — это все-таки пока что очень узкая среда, применяется в очень маленьком, небольшом секторе, есть очень много практических задач, где она очень хорошо применяется, а все остальное пока что только разговоры и ожидания того, что оно так будет работать где-то в будущем. Хотя на самом деле все идеи, которые бы царили в воздухе про блокчейн, криптовалюты, как они будут полезны и применяться в мире, они, наверное, каждый из них имеет место быть. Но, по моему мнению, это слишком рано. Наверное, еще все-таки 3, может быть 5, может быть 10 лет к части из них мы на практике конкретного применения не увидим. Если говорить о том, не о будущих каких-то прогнозах, которые сбудутся или не сбудутся, а о том, что есть на данный момент, уже твердо можно сказать, что Украина — это один из лидеров в мире, наверное, страна, лидирующая по количеству трейдеров, криптотрейдеров и вообще, в принципе, людей, которые так или иначе как-то принимают участие и вовлечены в криптоиндустрию. Как ты думаешь, почему именно Украина? Почему здесь это так популярно? Смотри, я абсолютно соглашусь с тобой о том, что Украина действительно является достаточно видным игроком в мире на криптовалютной, скажем так, карте мира. В принципе, наверное, нет ни одной конференции большой какой-то значимой в индустрии, криптоиндустрии в мире, где украинцы не выступают спикерами, либо не присутствуют в большом количестве гостей. Я лично выступал на ряде из этих конференций, в том числе там было прекращение, но не смогу поехать в Сингапур на блокшоу, который будет происходить буквально через неделю. И я считаю, что основная причина тому, что Украина как нация достаточно развита с точки зрения понимания того, как развивается человечество, какие актуальные технологии, подходы к тому организации общества, бизнес-процессов, построения бизнеса. То есть вообще у нас очень много инновационных людей, которые всегда стараются внедрять новые какие-то технологии, фишки, либо входить в индустрию, стараются на этапе ее еще создания. Вот так получилось исторически, что в Украине было достаточно сильное такое IT-сообщество, которые на ранних стадиях основания биткоина уже знали о том, что есть такой протокол, есть такая криптовалюта, изучали, экспериментировали. Кто-то уже начал строить какие-то простые бизнесы с использованием криптовалюты. И так получилось, что делились знаниями, проводили митапы. Сначала это было какие-то закрытые сообщества, не телеграм, а форумы, еще что-то. Потом уже и публично, то есть выходили в публичную плоскость, создали общественную организацию Bitcoin Foundation Ukraine. То есть все понимали того, какие имеет ценности этот протокол, крипта в целом для человечества, и активно уже переключились и начали что-то в этой области делать. Да, ты имеешь в виду, что как нация просто активно следит за инновационными технологиями, это была одна из них. Но есть еще такое мнение, что подобные вещи, как, например, криптовалюты, хорошо развиваются и очень быстро в странах, может быть, не третьего мира, но в тех, где финансовая система, так скажем, не очень.
Не считаешь ли ты, что это вот с этим как-то связано? Я абсолютно с тобой соглашусь, но тут как бы я не скажу, что наша финансовая система совсем-совсем плохая. Она плохая, но, наверное, не настолько, что вот без биткоина нам не обойтись. Все-таки у нас как биткоин, наверное, до сих пор он не является чем-то таким, что прям закрывает какую-то непрямую какую-то проблему, дырку в том, что финансовая система не может обеспечить. И где-то есть, наверное, эти применения, но они не имеют такого масштаба, как в тех странах, которые совсем плохо развиты с точки зрения финансов, там, где совсем нет какой-то банковской инфраструктуры и все, что с этим связано. У нас все-таки как бы не идеально, есть много вопросов, проблем, там, с точки зрения, больше, наверное, с законодательной точки зрения, нежели с банковской инфраструктурой. Все-таки там есть ряд банков, которые очень хорошо цифровизируются или используют цифровые технологии для предоставления услуг населению. Там, наверное, еще и посоревнуются с рядом развитых стран, я бы так сказал. Поэтому, наверное, это имеет какое-то отношение, но не является таким суперключевым. Мое мнение. Угу. Как ты относишься к закону о желании депутатов ввести налог на криптотрейдинг и вообще операции с криптовалютами? Смотри, налоги это, конечно, наверное, не все неплохо, что пытаются как-то вписать это в законодательное или в официальное русло. Но то, что они там сейчас придумали или предложили, с того, что я там успел изучить, посмотреть, потому что как раз еще и завтра буду на встрече с министром обсуждать этот закон, там плохо. Там предложение плохое. То есть то, как они пытаются это вписать сейчас с оподаткованием в криптовалютные операции, это очень неправильный подход. И, к сожалению, там как бы с тех консультаций, которые мы проводили с юристами, простого решения нет. Если спешить, то хорошего варианта закона у нас может не получиться совсем. А ты можешь вкратце объяснить, что предлагается, какими-то простыми словами, чтобы люди... Они предлагают сделать две штуки, основное, если все обобщить, это на операции с криптовалютой наложить налог в виде 5%, который вроде бы как и не 18, и не более, вроде как все правильно, пытаются там сделать какие-то смягченные условия для участников этой среды, но с другой стороны это неприменимо. Почему? Потому что они еще хотят сделать весь бизнес, который осуществляет операции с криптовалютой, быть налоговыми агентами для клиентов, что, например, в моем случае с Trusty Wallet это неосуществимо, потому что я не знаю, сколько людей, допустим, количество можно посчитать, но сколько денег и что они с ними делают в нашем кошельке, мы не знаем и никак это не контролируем и не можем их ограничить в том, чтобы принимать криптовалюту либо ее отправлять. То есть Trusty Wallet — это технологическое решение, которое позволяет работать с криптовалютой напрямую с сетью, без участия посредника. То есть это не кастодиальный, селф-кастодиальный кошелек. В таких случаях, то есть если человек сделает какую-то криптовалютную операцию и к нам придет регулятор и скажет: ребята, у вас пользователи там какой-то бизнес придумали или просто там какие-то криптовалютные операции делают. Вы как налоговый агент, пожалуйста, с ним зачаржите у них 5% налога. А у нас физической такой возможности нет. То есть если такой закон появится, пойдет в жизнь, то это будет означать, что элементарно мы будем убраны с Play Market, с App Store, как тех, кто не подчиняется законодательству Украины. То есть мы в других странах будем доступны, а в Украине перестанем быть доступны. То есть это неприменимо. И таких игроков там в мире около 100, и около 5, не менее 5 это украинские компании, украинские команды. Либо с основателями из Украины, либо что-то в этом роде. С твоей точки зрения, что важнее? Блокчейн как технология или криптовалюта? Смотри, я отвечу следующим образом. Не было крипты совсем как явление, и был бы только блокчейн, то есть его целесообразность его применения в каких-то там реестрах или еще где-то будет абсолютно нецелесообразно. То есть это всегда комбинация. Причем комбинация на сегодняшний день все-таки более
как бы с моей точки зрения, важно это, когда крипта все-таки у нас на первом месте. То есть вот в такой исторический момент, в который мы сейчас живем и развиваемся, как индустрия, все-таки крипта является более применимым кейсом. Ну, если бы ты, например, спросил меня, что следует изучить новичку в этой среде, про блокчейн или про крипту, то ответ был бы, знаешь, каким? Надо изучать то, что имеет практическое применение. А вот с точки зрения практического применения, вот крипта есть что пощупать, посмотреть, поэкспериментировать, изучить, ну, как бы, по сути, там, фактически осуществить какое-то действие, то с блокчейном, если ты не разработчик и не какой-то там ресерчер, то нету сервиса, который с блокчейном тебе предоставляет какие-то услуги или решает какие-то задачи или какие-то проблемы. То есть в этом вот тебе очень простой ответ. То есть да, блокчейн есть, его можно там в реестрах, может где-то еще что-то, но реестров-то нет, который на нем работает по факту, где граждане, там, пользователи еще что-то с этим делают. Поэтому это тоже как бы некий, скажем так, показатель для тех, кто там топит за блокчейн, должны взять во внимание, мне кажется, более тщательно и задуматься над тем, почему так происходит. Потому что именно по той причине, что блокчейн все-таки не является настолько, ну, скажем, ценностным технологическим предложением, чтобы уже прямо сейчас массово внедрить во все места, где его только можно внедрить. Да. А ты веришь в криптореволюцию? Однозначно, что крипта будет принята, и она уже принята там, где-то прямо, где-то косвенно в ряде стран на законодательном уровне. И в этом плане, если говорить о том, что криптореволюция – это признанность крипты во всех государствах или в большинстве развитых государств, это будет криптореволюция, то да, конечно, такое произойдет, причем достаточно быстро. То есть еще там считанные, наверное, месяцы, годы, там 1-2, где в каждой стране будет четко понятно, что такое крипта, или хотя бы обрисовано правило того, как с ней работать гражданам или бизнесу. Если там не 100% может быть хорошо и адекватно, но тем не менее к этому времени это еще этот процесс уже очень активно идет, и в том числе вот в Украине, как ты видишь. Да, а что это нам принесет? Ну вот, если так произойдет, то, что ты сейчас описал, какие будут от этого бенефиты? Ну, смотри, вырастет крипта – это другая экономика, это отдельная какая-то закрытая экономика. Она не полностью изолирована, но она другая. То есть, да, есть разные экономики, там, разные сферы экономики. То есть крипта – это другая. То есть если она будет расти, естественно, то есть как бы это с точки зрения, я не знаю, там, как тебе сказать, с точки зрения того, чем она полезна для людей или что будет, когда она будет развиваться. Тут как бы есть просто глубоко как бы какие-то такие философские моменты, чем крипта может быть полезна для экономики в целом, для человечества, да, то есть там все же уже, как бы, по-моему, убедились в том, что открытый рынок – это самая правильная экономическая модель. Так вот, крипта – это самая лучшая реализация открытого рынка, рынка финансовых и других вещей. То есть это, как бы, наверное, в цифровом пространстве пока других решений, как реализовать открытый рынок, взаимоотношения между разными субъектами нет. Потому больше свобод, наверное, лучше будет работать экономика. Наверное, как бы точно. То есть крипта дает свободу в движении капитала, свободу ведения там, бизнеса географические. То есть снимает ограничения там, границ. Там, очень много как бы, вещей меняется с точки зрения того, когда бизнес работает исключительно в криптовалютном секторе. То есть, когда вы не касаетесь фиата, такая экономика уже есть, она сейчас работает. То есть, есть куча как бы, сервисов, которые исключительно работают в криптосреде, предоставляют услуги там, самые разные. Где-то они там, может быть, социально признанные, где-то не признанные, там разная деятельность ведется. Но есть бизнесы, которые работают исключительно с криптой. То есть, они принимают оплаты в крипте, выплаты все свои делают в крипте и рассчитываются со своими там, подрядчиками криптой. То есть вот все. То есть как бы вот есть такие, их немного, но они есть. Вот.
Я в конце хотел бы напомнить нашим зрителям о том, что Вадим будет выступать на мероприятиях нашего криптотура по Украине во всех городах, поэтому если вы находитесь в одном из городов, по которым мы будем ехать, или, может быть, рядом, вы можете приехать и встретиться с Вадимом, послушать его выступление, также пообщаться с крипто-комьюнити. Могут также присоединиться к нам в наше сообщество Trusty Wallet, нашего кошелька, там задавать вопросы, мы всегда очень открыты, пытаемся всегда помочь разобраться с любым, как техническим, так и каким-то, может быть, другим вопросом, связанным с криптой. Поэтому, пожалуйста, welcome. Все ссылки по мероприятиям, по Trusty Wallet и также чатам будут в описании, вы можете всю информацию найти там. Спасибо, Вадим, за твое время и встретимся на мероприятии. Спасибо, Ян. До встречи.